Приветствую вас, влюбленные в жизнь! В этом влоге я хотел бы рассказать вам о нашей недавней поездке в Буэнос-Айрес, совершенно неожиданном посещении нами концерта Оксимирона, ну и в целом о приключениях, которые ждут всех нас, стоит нам только выйти за порог собственного дома. Я очень надеюсь, что вам будет интересно. Ну что, погнали? Прежде всего, для нас было очень важно определить, поедет ли с нами наша Лилечка. Мы еще не успели купить в Аргентине машину, поэтому из имеющихся у нас вариантов, как же добраться до Буэнос-Айреса, у нас оставался только междугородний автобус, поезд, ну или искать кого-нибудь, кто возьмет нас в попутчики и отвезет в столицу на собственной машине. К нашему большому удивлению, несмотря на то, что в Аргентине просто обожают собак, обожают домашних животных, почти у каждого есть собака, а уровень ветеринарии на каком-то вообще недосягаемом уровне. Нам действительно очень-очень нравится, как здесь относятся к животным. Вот несмотря на все это, путешествия с домашним животным на автобусе или на поезде запрещены, исключая только тот вариант, если ваша собака является собакой-поводырем или же она является собакой психологической поддержки. Конечно, однозначно наша Лилечка очень часто является для нас собакой психологической поддержки, но поскольку документально это никак не закреплено, то она не могла поехать с нами. И вот с этой точки зрения, наверное, стоит задуматься. Возможно, мы подумаем, как в будущем оформить ее, а, такой документ для нее сделать, чтобы она могла путешествовать с нами. А пока все свелось к тому, что мы поедем в Буэнос, к сожалению, неполным составом. Наши друзья рассказали нам об аналоге BlaBlaCar в Аргентине. Приложение называется Trivu и работает по тому же принципу. Да, водитель создает поездку, ищет себе попутчиков, если у него есть свободное место в машине. И таким образом мы нашли поездку в удобное для нас время. Мало того, водитель выезжал из нашего района, нам даже не надо было никуда ехать, мы просто вышли из дома, и нас забрал человек, и таким образом мы отправились в Буэнос-Айрес. Ну вот начало нашего путешествия в Буэнос-Айрес. 8 утра, мы ждем водителя, у нас вот вещи. Маленький рюкзачок, килограмм 40. Вот, отвались спина. Все классно, на связи. Надо сказать, что такой вариант путешествия оказался намного дешевле, чем междугородний автобус. Мы были очень удивлены, но позже мы вместе поймем, почему. В чем же причина, почему автобус дороже. Доехали мы комфортно, безопасно, водитель был классный, спасибо ему. И как только мы въехали в Буэнос-Айрес, мы моментально ощутили контраст, моментально ощутили совершенно другую энергию города, этот бешеный ритм жизни. Надо сказать, что это была наша не первая поездка в Буэнос-Айрес, и мы искренне хотели и себе дать шанс, и городу дать второй шанс, чтобы влюбиться в него, или чтобы он нас влюбил в себя, поскольку с первого раза влюбиться не получилось. Город очень теплый, очень красивый, и действительно, как бы мы хотели полюбить его, но как вы думаете, у нас получилось со второго раза влюбиться в Буэнос-Айрес? Спойлер, нет, не получилось. Но тут никаких претензий к городу, просто, видимо, мы живем в другом ритме, и нам гораздо больше подходит наша спокойная, тихая Мар-дель-Плата. Но, тем не менее, мы заехали в город, водитель высадил нас в самом центре Буэнос-Айреса, и это была отличная возможность пойти пообедать. У нас в Мар-дель-Плата нету KFC, и мы на самом деле уже довольно соскучились, хотя мы не фанаты фастфуда, но тем не менее решили пойти в KFC. После довольно сытного обеда в ресторане полковника Сандерса мы отправились в отель.
Отель, который мы, надо сказать, без доли иронии и сарказма выбирали очень долго и тщательно по критериям, которые были для нас очень важны. А именно это удобное расположение от места проведения концерта, возможность оплатить отель наличными и на месте, поскольку у нас сейчас нет банковской карты Аргентины. Вот. Ну и вот с отеля-то и начались самые такие веселые приключения. Рум-тур по нашей замечательной ночлежке. Мы вынуждены начать с туалета, с ванной комнаты, потому что внезапно потекла вода. Бачок переполнилась и течет, короче, по стене, на пол. Все вообще огонь просто. А еще зацените наш свет. И свет. Вот, настолько яркий здесь свет, ну ладно. О ночлежке поговорим потом, а я побежал за чуваком, чтобы что-то сделали с бачком. И есть очень большое желание записать вам рум-тур по нашей замечательной комнате. Это прекрасная комната, вообще просто чудесная. Да, вот стены. Ну, короче, я жил в подобных местах в своей жизни. Ну, как раз прям на контрасте. Это было мощно. Просто кровать стоит. Вот такой вот все. Столик. Какие-то эти розетки. Элемент декора на стене. И апогей всей замечательности этого жилья в том, что мы живем вот на этой улице. И тут просто жесть, как шумно. Спать ночью было невозможно. Окна выходят на перекресток, ездят автобусы, орут какие-то люди. Постоянно какой-то шум и гам, и балаган, и вообще что происходит. Спать было невозможно, мы прям сегодня ночью выживали здесь. Вот. Ну, естественно, сейчас будет записана туалетная комната. Удивительно, что дверь все-таки открывается. Тут рассчитано до кровати. Да, ну, вот, значит, ванная комната тоже интересное место. Во-первых, вчера ночью, вечером, вернее, начал течь вот этот вот замечательный бачок. Вода текла по стене на пол. Ну, пришел какой-то тут сотрудник отеля и попытался это все, значит, пофиксить, починить. Но не то, чтобы это было приятно, не то, чтобы у него совсем получилось, потому что всю ночь эта хрень капала. Вот, в принципе, все, что нужно в туалете, здесь есть. Кроме того, что мы не использовали этот замечательный душ еще до сих пор. Ну, как-то он не вызывает доверия, что слив пошел здесь, и тут, значит, куда будет течь вода, непонятно, пока мы не проверяли. Вот окошечко замечательное. А чудесность этой раковины в том, что из этого крана идет ледяная вода, или наоборот, из этого идет горячая, из этого крана идет ледяная вода. И они между собой никак не смешиваются. То есть, как сделать из горячей и ледяной теплую, ну, не знаю. Они, в общем-то, в центре эти потоки встречаются или нет. Вот горячая, вот холодная. И типа, как в этом мыться? Вот вам я рекомендую не экономить на отелях, если есть такая возможность, ну или же тщательнее делать свой выбор, потому что, возможно, наш выбор как раз-таки был ошибочным, возможно, мы неправильно выбрали. Ну а далее, что ж, концерт Оксимирона. Я скажу, что мы оба не являемся фанатами рэпа, но Оксимирон занимает какое-то особое место в моем плейлисте, и теперь в плейлисте Аси. Я с ним познакомился, с его творчеством познакомился, с ним пока не познакомился. С его творчеством познакомился в 2015 году. Это была моя первая командировка в Африку. Не было хорошей музыки, был очень сильный у меня интеллектуальный голод. И тут бах, выходит Горгород, и я слушаю впервые Оксимирона, и с таким блеском этот интеллектуальный голод был утолен, эти смыслы, техника, ну, в общем, вау, это с первого прослушивания исполнитель, который занял особое совершенно на 100% заслуженное место в моем плейлисте. Но вот что удивительно, я никогда не мог бы предположить, что я посещу концерт Оксимирона, пойду на концерт Оксимирона со своей женой в Буэнос-Айресе. Если бы в 2015 году мне кто-нибудь бы сказал, что я в Аргентине попаду на концерт Оксимирона, я бы, наверное, вызвал этому человеку санитаров, потому что предположить заранее это было бы невозможно. Но за это мы и любим жизнь. Ее сценарий гораздо лучше любого фильма, романа, книги, фантазии, которая вам может представиться. И Всевышний — это самый талантливый режиссер, и мы счастливчики, что принимаем участие в его проекте под названием «Жизнь». Мы действительно счастливы. Но надо сказать, что и сам Оксимирон-то сказал, что он до сих пор удивлен, что его первое посещение Латинской Америки ознаменовалось тем, что он выступает в клубе полном русскоговорящих фанатов и дает концерт вообще на другой части планеты. Я впервые в Южной Америке нахожусь. Это все-таки водичка. В Южной Америке
Так что да, для меня это довольно сюрреально. Ну и да, у него был sold out, все билеты были выкуплены, зал был полный, энергия была сумасшедшая, мы просто зарядились кучей позитива. Это были совершенно крутые эмоции, и каждый раз понимаешь, что круто быть частью такого мероприятия. Это было круто, да, на самом деле. Спасибо всем ребятам, которые присутствовали на концерте, спасибо самому Мирону, это было круто. Вау. Рекомендуем, ну, кто знает, где через 5 лет мы еще можем встретиться и с кем мы можем встретиться, да, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ну, и к тому же такие времена, что, да, не знаешь, что будет в ближайшем будущем. Но именно поэтому вот за такие повороты мы и обожаем и любим эту жизнь. Ну и вот концерт очень быстро пролетел. На следующий день мы погуляли по городу. Ася предложила сходить в индийский ресторан. Мы на самом деле фанаты индийской кухни, и это было действительно круто. Очень классный ресторан, хорошая атмосфера, потрясающая кухня. Мы остались очень довольны этим рестораном, и я оставлю название в описании. Будете в Буэнос-Айресе, обязательно заходите в этот ресторан. Делаю вот так. Свои эмоции. Делаю вот так. Это невозможно передать. Это еще вкуснее, чем я ела в Питере. Но баттерчики, мне кажется, у тебя не такой. В Питере был вкуснее. Но вот это... Баттер чикен. Оно просто, оно во рту тает мясо, и это сливочный вкус. Это... И Ася тут в полнейшем экстазе. Ну что ж, тем не менее, город нас в себя не влюбил, да, и к тому моменту мы уже очень сильно соскучились по нашей Лилечке, так что пришло время возвращаться домой, в Мар-дель-Плата. Попутчика на обратный путь мы не нашли, и поэтому оставалось ехать только на автобусе. Это обычный междугородний автобус, да, который идет с автовокзала на автовокзал, но какое наше было удивление тому, что это невероятный уровень комфорта, именно вот путешествие на междугородних автобусах, конкретно в Аргентине, потому что я много где ездил на автобусах, да, в России, в Украине, в Сербии, в Китае, в общем, много где, но такого уровня комфорта я, если честно, не помню. Ну, а приехав в Мар-дель-Плата, мы почувствовали одну очень важную вещь, а именно мы почувствовали, что мы дома. Да. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, проявляйте активность под роликом, потому что для вас это немного времени, а нас это очень сильно мотивирует продолжать, делать больше, делать лучше. Мы только начинаем свой путь в видеоблогинге, и я вас очень попрошу поддержать нас своим лайком, комментарием, подпиской, нажимайте на колокольчик. Алгоритмы YouTube работают таким образом, что эти простые, казалось бы, странные, ненужные действия очень сильно влияют на продвижение роликов и на развитие начинающих авторов, какими мы являемся. Всем пока, скоро увидимся. Дело в том, что мы еще пока не купили машину в Аргентине, и для нас оставался охуенно, чё-то пиздец.